Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию сумочки кроссбоди из хлопкового шнура. Размеры сумки: высота 18 см и ширина 27 см. Мы научимся с вами вязать красивый плотный узор столбиками без накида, окантовку клапана. Рассчитаем все петли для сумки. И также у меня есть отдельное видео по пошиву подкладки. Ссылку на то видео я оставлю в описании. Фурнитуру для сумочки вы можете приобрести в моем магазине на Wildberries или Каспи. В описании под этим видео есть ссылка. Я желаю вам приятного вязания. Подписывайтесь на мой канал. Материалы для вязания сумки: хлопковый шнур Ярнард, макраме катон. Толщина шнура примерно 2 мм, в одном мотке 225 метров 250 грамм. Мне понадобится 2 мотка. Также крючок номер 4 для основного вязания и тонкий крючок, чтобы прятать кончики нитей. Полукольца 20 мм 2 штуки. Портфельный замочек прямоугольный, ширина 5 см, высота 4,5 см. Цвет бронзовый. Карабины для ремешка 2 штуки. Начинаем вязание. Разматываем шнур с внешней стороны. И можно положить шнур в коробочку, чтобы легче было пользоваться им. Начинаем вязание. Делаем вначале узелок. И затем набираем цепочку 36 воздушных петель. При этом вяжем не слишком туго, но и не слабо. Все петли по размеру должны быть одинаковые. Теперь вяжем первый ряд. Первую петельку пропускаем. Вводим крючок за заднюю полупетельку второй петли. И провязываем обычный столбик без накида. Продолжаем вязать до конца ряда столбиками без накида, всего 35 петель. Продолжаем до конца ряда самостоятельно. Мы закончили, связали первый ряд, 35 столбиков без накида. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда, а также мы можем поднять кончик нити, чтобы спрятать его внутри петель в следующем ряду. Во втором ряду мы вводим крючок за дальнюю полупетельку и вяжем столбиками без накида 35 петель. И так продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем второй ряд. Не забываем, в конце каждого ряда делаем воздушную петлю. И начиная с третьего ряда все петли вяжем одинаково. Вводим крючок за 2 полупетельки и провязываем столбик без накида. Вот таким образом. Одна полупетелька из предыдущего ряда и одна полупетелька у нас оставалась еще раньше. И вот так у нас получается плотный узор. Все время у нас изнаночная сторона смотрит наружу.
Вяжем до конца ряда 35 столбиков без накида. И продолжаем так до конца ряда. Заканчиваем этот ряд. Обратите внимание, что в конце последнюю петельку я затягиваю чуть-чуть потуже. И далее все ряды у нас вяжутся одинаково. Опять вводим крючок за 2 полупетельки из 2 предыдущих рядов и вяжем столбиками без накида 35 петель. Вот такой красивый простой узор у нас получается. И далее мы будем с вами вязать самостоятельно. Обратите внимание, это у нас внутренняя сторона, а это внешняя сторона. Здесь вот такой рисунок петель. Итак, мы с вами продолжаем вязать до высоты 55 рядов по внешней стороне. Закончили, связали 55 рядов по внешней стороне. Давайте еще раз посмотрим. Вот это внешняя сторона. Здесь сразу идет первый ряд, второй, третий и так далее. А это у нас внутренняя сторона. Здесь немножко отличается рисунок петель. И вот так у нас всего 55 рядов по внешней стороне. В каждом ряду по 35 петель. Мы заканчиваем с вами на вот этом ряду. Нитка у нас находится с правой стороны. Давайте измерим наше полотно. Получается длина 49 сантиметров и ширина 26 сантиметров. Также я расставила маркеры, чтобы определить, вот это у нас будет донышко, это у нас будет передняя стенка сумки, это задняя стенка сумки и вот это клапан. Когда мы начинаем отсчет с первого ряда, то здесь у нас идет 17 рядов на переднюю стенку сумки. И маркером я отметила петельку, которая находится между рядами. Также петельку напротив нее. Далее у нас идет 6 рядов для донышка. Отмечаю их. Тоже петельки напротив них. С противоположной стороны отмечаю. Здесь 17 рядов для задней стенки сумки. И еще 15 рядов для клапана сумки. Теперь мы можем отрезать нитку и спрятать кончик нити. Далее мы вяжем боковинки для сумки. Здесь мы не делаем в начале узелок, просто сразу начинаем набирать цепочку 7 воздушных петель. Первую петельку пропускаем, вводим крючок во вторую петлю и начиная со второй петли вяжем 6 столбиков без накида. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку, кончик нити поднимаем, чтобы спрятать его в следующем ряду. Точно так же, как мы с вами вязали полотно для сумки, также вяжем боковины. В этом ряду мы вводим крючок только за одну полупетельку, провязываем 6 столбиков без накида. Начиная со следующего ряда, вводим крючок за 2 полупетли из предыдущих рядов и вяжем опять 6 столбиков без накида. И далее все ряды уже вяжутся
одинаковым узором. Итак, мы с вами продолжаем вязать. По внешней стороне у нас должно получиться 15 рядов. Мы связали с вами 15 рядов по внешней стороне сумки. Обратите внимание, что закончили мы на том ряду, который у нас идет по внутренней стороне сумки, то есть нитка находится слева. Теперь мы вяжем 16 ряд по внешней стороне. Здесь прикрепляем полукольцо. Вначале вяжем один столбик без накида, затем прикладываем полукольцо и провязываем еще 4 столбика без накида через полуколечко. И нам остается связать еще один столбик без накида до конца ряда. Далее провязываем один ряд, который у нас будет находиться с внутренней стороны. И теперь вяжем еще один последний ряд столбиками без накида. Это 17 ряд по внешней стороне. Вяжем 6 петель. Итак, всего у нас должно получиться по внешней стороне 17 рядов. Давайте измерим. Получается высота 15 сантиметров и ширина 5 сантиметров. Делаем воздушную петлю и провязываем еще один ряд соединительными столбиками. Это нам нужно для того, чтобы переместить нитку на левую сторону. Теперь нам нужно пришить боковинку к сумке. Мы вот так прикладываем боковинку. И здесь у нас 17 петель, здесь тоже 17 петель. И здесь мы будем их провязывать столбиками без накида. Вводим крючок за боковые петли первого ряда и вяжем столбик без накида. И далее продолжаем. Вводим крючок за боковые петли второго ряда на обеих деталях и провязываем столбик без накида. И так далее продолжаем вязать столбиками без накида все 17 петель до первой отметки маркером. Далее у нас идет участок донышка сумки 6 петель. Мы их точно так же присоединяем.
И остается еще 17 петель, задняя стенка сумки. Присоединяем ее самостоятельно. Готово, закончили. Мы присоединили с вами одну боковинку сумки. И теперь кончик нити можно отрезать и спрятать. Теперь точно так же мы с вами вяжем вторую боковинку сумки. Вот я заканчиваю вторую боковинку, тоже перевела нитку на левую сторону. И теперь мы начинаем пришивать, но мы начинаем со стороны клапана. Сначала заднюю стенку, потом донышко, потом переднюю стенку. Мы закончили, пришили вторую боковинку и точно так же ниточку отрезаем и прячем. Теперь мы будем делать обвязку клапана. Здесь у нас было по краю клапана 15 петель. Вводим крючок в первую петельку. Берем новую рабочую нить, оставляем короткий кончик, набираем цепочку 3 воздушные петли. Теперь вводим крючок опять в эту же петлю и вяжем столбик с накидом. Затем опять вводим крючок в эту же петлю, вяжем второй столбик с накидом. При этом кончик нити провязываем внутри петелек. Далее вводим крючок в следующую петлю и в нее провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И теперь в каждую следующую петельку мы провязываем по 3 столбика с накидом в одно основание. Итак, мы с вами продолжаем вязать до конца этого участка. Здесь у нас было 15 петель. Крючок вводим вот в эти верхние петельки. Мы закончили, провязали все петельки, и у нас получается вот такая красивая окантовочка. Теперь делаем 3 воздушные петли и затем переходим на другую сторону. Здесь мы вяжем с вами соединительными столбиками. По этой стороне у нас было 35 петель, провязываем 35 соединительных столбиков. Закончили, провязали. Теперь переходим на вторую боковую сторону.
И вначале набираем цепочку 3 воздушные петельки, затем вводим крючок в первую петлю на боку и провязываем 3 столбика с накидом в одно основание. Следующую петлю тоже провязываем 3 столбика с накидом в одно основание. И так продолжаем с вами вязать до конца этого участка. Закончили. Обратите внимание, в последнюю петельку я связала 2 столбика с накидом и затем делаю цепочку 3 воздушные петли, и теперь мы можем отрезать кончик нити и закрыть последнюю петельку. Далее мы устанавливаем портфельный замок. На остатки пряжи я решила связать ремешок для сумки. Оставляю длинный кончик 20 сантиметров и набираю цепочку 6 воздушных петель. Теперь точно так же, как мы с вами вязали основное полотно сумки, мы вяжем столбиками без накида по 6 петель в каждом ряду. И мы продолжаем с вами вязать ремешок до необходимой нам высоты или настолько, насколько у вас хватит пряжи. Я закончила, связала ремешок настолько, насколько у меня хватило пряжи. Здесь у меня остался короткий кончик. Я свяжу сейчас последний ряд. В последнем ряду я ввожу крючок за 3 полупетли и провязываю 6 столбиков без накида.
Давайте измерим. Я еще не растягивала ремешок, получилась длина 83 сантиметра. Ну, конечно, в процессе ношения он еще немножко растянется. И теперь пришиваем карабины к ремешку. Мы закончили, пришили карабинчики к ремешку. Давайте измерим, какой длины у нас получается ремешок вместе с карабинами, и при этом я его еще слегка немножко растянула. И у меня получилась длина примерно 102 сантиметра. Давайте прицепим наш ремешок к сумочке за полуколечки. И на этом у нас заканчивается основной мастер-класс по вязанию сумки кроссбоди. Я пришила подкладку в сумку. В описании под видео я оставлю ссылку на другой мастер-класс, где вы можете посмотреть, как шить подкладку. И вот такая простая красивая сумочка кроссбоди у меня получилась. По весу сумка получается примерно 600 грамм. Также давайте измерим: высота 18 сантиметров и ширина 27-28 сантиметров. На этом мой видео мастер-класс заканчивается. Я желаю вам приятного вязания. Отмечайте меня на ваших работах в инстаграме, мой аккаунт nitka.kz. Поддержите мой канал вашими лайками и до новых встреч!